Черт! Привет! Бруно, как Франция? У вас появились новые отверстия от пуль? Я знаю, вы их любите коллекционировать. Я шучу. Я рада, что вы живы и здоровы. Ну, вы, по крайней мере, познакомились с новой девицей? Правда? Как ее зовут? Как это не помните? Это ужасно. Конечно, я голодна. Если вы заплатите, тогда другое дело. Давайте встретимся у Максимилиана через полчаса. Чао! Вы знаете, что я несчастна. Все идет не так, как я хочу. Я никогда не обещал, что это будет легко, но вы смогли избежать тюрьмы. Еще вина? Вы первая женщина в Юнити. Комитет уже очень старый, им нужно время, чтобы привыкнуть к женщине. Я это знаю, но мне кажется, что я и сама состарюсь, пока они дадут мне настоящую работу. Вы всегда можете вернуться к прежней жизни, если вас это не устраивает. Черт побери, я не это имею в виду. Я только хочу получить нормальное задание. Я устала подслушивать тупых незнакомцев, которые не представляют никакой угрозы, а могут только бутерброд из кафе стащить. У меня лопается терпение. У меня его всегда было мало. Всем нам приходится иногда заниматься скучной работой. Это наш долг, и это еще закаляет характер. Я полагаю, что мой долг обществу уже оплачен. Вы действительно так думаете? Я ненавижу проповеди, но скажу вам прямо, что вы постоянно будете заниматься этой работой. Постоянно. Мне жаль, но вам стоит привыкнуть к этому. Никто вас от этого не избавит. Вы думаете, что я испорченный ребенок? Я же не капризничаю. Я хочу только получить свой шанс. Вы правы. Я уверен, что вы еще сможете себя проявить. Ничто не сможет удержать вас. Они выполнили прекрасную работу, не так ли? Вот видите, что я вам говорил? Вероятно, только один из членов комитета нуждается в пристальном внимании. Побольше уверенности. Встретимся с вами уже там. Почему бы нам не пойти вместе? У меня есть срочное дело. Идите одна. Агент Арчер, не хотите ли присоединиться к нам? Мы не будем досаждать вам пустыми вопросами международной безопасности. Нет, господин Смит, но это было очаровательно с вашей стороны предложить это мне. Не мое это дело быть очаровательным. Да, но это было неплохо. Я бы посоветовал вам придержать свой язычок. Хорошо, если это не великолепный агент Лори. И извините за опоздание, Смитти, вы сегодня отлично выглядите. Не стоит мне льстить, вам это не к лицу. Я говорю правду, я действительно хотел это сказать. Вы все еще сердитесь на меня, не так ли? Я ручаюсь, что ничего не имею против вас лично. Вы служили нам много лет верой и правдой, но, возможно, слишком долго. Я уверен, что для Unity будет лучше, если вы уйдете с оперативной работой. Я буду всегда это предлагать, пока вы не найдете себе административную работу. Я не сержусь на вас, Смитти, я просто не люблю вас. Я понимаю ваше беспокойство, но то, что вы слишком стары для оперативной работы, еще не значит, что я к ней тоже не пригоден. Пока меня не признают непригодным, я буду выполнять свои обязанности. Я уволюсь добровольно. Конечно, сделайте это. Мы можем поговорить без шуток на полном серьезе. Хорошо. Включайте, пожалуйста. Мы потеряли сегодня в полдень еще одного агента. 7 оперативных работников за 10 дней — это многовато. Кажется, кто-то систематически устраняет наших тайных агентов. Наверняка, чтобы нас скомпрометировать и поставить работу всей службы под угрозу. Кажется, в наших рядах есть предатель. Вы кого-то подозреваете? Мы подозреваем всех. 7 оперативных работников, это больше половины списка. Почему нам не сказали об этом раньше? Вот я и говорю. Ситуация стала серьезной только сейчас. Убийца оставлял лилию на или около трупа каждой жертвы. Вы кого-нибудь подозреваете? Волкова. Кого? Дмитрия Волкова. Лилия — его визитная карточка. Знакомое имя. Что мы знаем о нем? Редкостный ублюдок.
А конкретней? Только то, что есть в его файле. Родился на Камчатке в 1921 году. Очень одаренный человек и великолепный шахматист. В 8 лет он уже изобрел различные методы пытки домашних животных. Кажется, он присоединился к НКВД в 1937 году и работал в ГУЛАГе около Киева. Его местонахождение во время войны неизвестно, но есть краткое упоминание, что в 1943 году он допрашивал военнопленных в Ленинграде, позже исчезнувших без следа. Да, я помню этого товарища. Мы с ним встречались и раньше. Через некоторое время после войны он снова появился, на сей раз в СМЕРШе. На его счету более 1000 завербованных шпионов и посаженных советских диссидентов. В 1961 году неудачная попытка убийства оставила его без глаза. Он получил пулю в лицо с близкого расстояния от одного из наших самых лучших агентов. Вы льстите мне, но мне это нравится. Он сбежал, сбросившись с 70-футового утеса в ледяную реку. Полагают, что он выжил, поскольку трупа так и не было найдено. Говорят, что в настоящее время он работает на организацию, называющую себя «Харм», в должности исполнительного директора. Надеюсь, вы понимаете, что это значит? Что мы знаем о Харм? К сожалению, в наших файлах содержится мало информации. Хорошо. Несмотря на очевидный риск, нам нужно закончить работу. Это очень важно. Грязная работенка. Точно. И после этой недавней катастрофы вы двое наши единственные надежные агенты. Если быть откровенным, агент Арчер, вы получаете эту задачу только потому, что у нас нет другого выбора. Вопросы такого сорта мы не поручаем женщине. У женщин нестойкая психика, и убийства им претят. Вы меня понимаете? Не совсем, но вам не надо бояться, вы наверняка сделали правильный выбор. Не думаю, но мне не нравится ваш ответ. Я верю, что агент Арчер не разочарует комитет, не так ли, агент Арчер? Да. Не нравится мне все это. Достаточно, нет времени. Зайдите в магазин игрушек, прежде чем уйдете. Вы найдете там кое-что полезное. Но не задерживайтесь там слишком долго. Ваш рейс в 18:00. Куда мы летим? В Марокко. Агент Арчер, где находится Харм? Пока я это не выяснила. Попробуйте это выяснить. Будьте оба осторожны. Так, теперь вы довольны? Очень. Вам это не надоедает? Я ждала этот шанс почти 4 года. Я думаю, что смогу подождать еще полчаса. Хорошая девочка, вы сделаете карьеру. Что вы думаете про разговор о предателе? Уже не в первый раз у нас такие проблемы, однако все это вносит беспокойство. А что случалось прежде? Один раз, несколько лет назад, мы потеряли несколько тайных оперативных работников в Стамбуле, но они были скомпрометированы собственным помощником руководителя. Он сдал нас за 50 квидов. 50 квидов? Удивительно, не так ли? Жизнь стоит так мало. Шпионам редко хорошо платят за измену. Нынешнему наверняка заплатили не больше. Я надеюсь, что когда они поймают этого ублюдка, то пустят ему пулю промеж глаз. Вы говорите страшные вещи. Я опасна, когда расстроена. Вот почему у нас всегда неприятности. Итак, Мунро идет в кафе. Проследите за ним до 2-го этажа. А какая будет задача? Пока неизвестно. Пардон, у вас есть время? Нет у меня никакого времени. Я вообще легко живу. Да не бремя, а время! Отстаньте от меня, иначе я вас арестую. Вы что, глухой? Ах, вы смеете мне угрожать? О, не берите в голову. Идиот! Прямо перед вами, слева от башни. Хулиганы! Справа от вас на улице. Шуша! Слева от вас на улице.
Я прикрою его, доберитесь до квартиры номер 12 и ждите моего сигнала. Не забудьте спрятать оружие перед выходом. Я заняла позицию. О господи, он все еще там. Он идет сюда, приготовьтесь. Слева от вас обходит здание. Парень слишком большой. Окно на втором этаже, далеко справа. Ну вот, опять все Справа от вас сначала. обходит здание. Где ты, мой маленький гривенник? Второе окно слева от вас. Будет лучше, если я его найду, прежде чем воры налетят, как стервятники. Слева от вас обходит здание. Второе окно слева от вас. Второе окно слева от вас. Слева от вас обходит здание. Окно на втором этаже, далеко справа. Превосходная стрельба. Не говорите мне об этом. Я была здесь. Вам нужно быть поспокойнее. Я шучу. У нас хорошая команда. Черт, они должны быть опередили вас. У вас на пути будет группа головорезов. Сколько? Вижу 6 из них. Вы справитесь? Конечно. Встретимся в гостинице через час. Хорошо, берегите себя. Сначала необходимо уладить неприятности. Не попадайтесь на глаза вашим людям. Мы не хотим испортить нашу ловушку. Да, сэр. То есть, нет, сэр. Я согласен с первой частью, но не согласен со второй, сэр. Заткнитесь, сделайте, что я говорю. Вы выглядите так, как будто вам нужно... Вы опять опоздали, я начал волноваться. Вы всегда волнуетесь. Вы меня обвиняете? Вы похожи на нерадивого ребенка. А вы на суетливую мамашу. Ну уж на мамашу точно нет. Хорошо, тогда на суетливого папашу. Спасибо. Я шучу.
Я вижу это, но не будьте опрометчивой. Мы все еще в опасности. Я знаю, в этом месте полно головорезов. Черт, как они нас нашли? Нас предали. Это единственное объяснение. Вы уверены, что за нами не следили? Да, уверен. Если они узнают о гостинице, они будут, вероятно, ожидать нас на побережье. Мы должны рискнуть. Если мы не будем на борту Абигайль, когда она прибудет, нам придется убираться из Марокко вплавь. Или вы могли бы остаться здесь, насовсем? Волков. Спуститесь, вы, дрянная девчонка! Я мечтал об этом дне в течение 6 лет. Бруно! И я только сожалею, что у нас мало времени, чтобы я успел этим насладиться. После его. Это моя ошибка. Если вы не беспокоились обо мне, он никогда бы не нашел вас. Глупая девчонка. Я волновался за вас. Не говорите этого. Я всегда хотел умереть. Вы дали мне кое-что, чтобы я захотел жить. Тогда живите. В вашей памяти. Возможно. Бруно! Девчонка в прихожей, убейте ее! Почему вы не убили ее, господин Волков? Я хотел, но моя жажда мести отвлекла меня. Позвольте этому послужить мне уроком, как управлять эмоциями. Превосходный совет, сэр. Хорошо, теперь я пойду и убью ее. Только убедитесь, что нет свидетелей. Вы подразумеваете, что мы должны убить всех? Сначала убейте всех, затем уничтожьте гостиницу. Они не должны найти ни одной улики. Вы не скроетесь от меня, Волков. Я найду вас везде, где бы вы ни были. Убейте ее, вы безмозглые идиоты! Эй, кто вы? Добрый день. Не тратьте впустую время, я не буду отвечать. Я был обучен, чтобы сопротивляться всем формам пытки. Мы займемся этим. Пока просто спрашиваю, где сейчас Волков? Безжалостная женщина! Вам достаточно? Это ваш последний шанс. Сообщите мне, где находится Волков. Я не буду больше спрашивать.
Вы не узнаете это от меня. Да вы просто не знаете, где он, не так ли? Да нет, знаю. Как бы не так. Стал бы Дмитрий Волков сообщать шестерке такой, как вы, где он находится. Дмитрий и я очень близки. Очень близки. И я не лакей. У меня достаточно большое влияние в криминальной среде. До свидания. Подождите, я не знаю, где Волков, но я знаю то, что вам будет интересно. Потребуется приблизительно 15 минут, чтобы добраться до аэропорта. Вы это хотели, не так ли? Простите? Вы негодяй. Я американский гражданин. В Америке у каждого есть права. Я не понимаю, о чем вы говорите. Это невыносимо. Сами подумайте. Я предпочел бы идти в аэропорт пешком, чем слушать эту чушь. Я думал, это цивилизованная страна. Никаких улик. Вы уверены, что она придет? Она будет здесь. Если она уйдет, я убью любого, кого она оставит живым. Вам понятно? Да. Нет, пожалуйста. Мы встретимся снова, мисс Арчер. Хорошо, мы можем считать операцию в Марокко проваленной. Я знал, что у нас будут неприятности, раз мы послали женщину и Лори на такое задание. Давайте не торопиться в выводах, хорошо? Не торопиться? Я думаю, что факты говорят сами за себя. Посол Мунро мертв, и мы потеряли агента, который находился в деле давно. И все мы должны изобразить, что ничего не знаем о мисс Арчер, которая, кстати, продемонстрировала свою некомпетентность в деле. Вы можете говорить обо мне все, что вы думаете, но если вы снова плохо скажете о Бруно, я продемонстрирую свой гнев на вашем толстом черепе. Поскольку вы женщина, и поэтому не способны сдерживать свои эмоции, я сделаю вид, что не заметил ваших угроз члену комитета. Но если вы снова заговорите со мной таким образом, я ограничу ваши полномочия. Что касается вашего наставника, есть повод полагать, что он, возможно, был предателем. Бруно? О чем вы говорите? Факты говорят сами за себя. Вы с ума сошли? Исходя из информации, полученной в течение нашего исследования в Марокко, мы полагаем, что агент Лори, Бруно,
был в союзе с этими парнями из ХАРМ. Но Волков стрелял в него. Возможно, Лори требовал слишком много в обмен на предательство. Предполагаемое предательство. Лори был одним из наших лучших агентов. Если его вина не доказана, он не заслуживает клеветы. Единственное, что я могу сказать, так это то, что вы не убежали сами, как мы предполагали, мисс Арчер. Бруно не предатель. Вы уверены? Каждый человек имеет свою цену. Я думаю, каждая женщина тоже. Когда человек достигает конца своей карьеры, естественно, что он начинает думать о будущем. Я предполагаю, что люди определенных моральных устоев способны и к измене. Какая ваша цена, господин Смит? Вы меня провоцируете? Просто если Бруно способен изменить, то все мы тоже. Достаточно. Мы не должны пока судить агента Лори. Мы продолжим наше расследование, пока мы не узнаем правду. Тем временем, Арчер, мы должны отозвать вас для другого задания. Хотя мы отзываем вас неохотно. С нами вошел в контакт восточно-германский биофизик, назвавшийся доктором Отто Шенкером. Он желает перейти на сторону Запада с нашей помощью. Мы знаем, что доктор Шенкер участвует в секретной советской программе, хотя более точный характер его исследований остается тайной. Он обещал детальную информацию о программе в обмен на свободу. Необходимо подчеркнуть важность этой миссии. Мы потеряли кучу времени, вербуя надежных шпионов в Берлине. Кажется, что у Штази есть уши у каждой замочной скважины в Восточной Германии. Поэтому мы принимаем дополнительные меры предосторожности. Какие? То, что мы вызываем эффектом домино. Вы встретитесь с рядом людей. Каждый из них даст какую-то часть информации. Поскольку эти люди не знают друг о друге и о вашей миссии, но обладают только частью информации, Штази не сможет собрать все данные по кусочкам. Здорово. Мы также устроим ряд диверсий, чтобы помочь вам скрыться. Наш человек разместит взрывчатку в нескольких местах в области хранения отчетов. Вы должны установить эти бомбы и завести таймеры. Мы также хотим, чтобы вы проникли в главную библиотеку и сфотографировали некоторые документы, имеющие отношение к исследованиям доктора Шенкера. В случае, если он окажется несговорчивым. Ван Хаупт обеспечит вас маскировкой, которой вы воспользуетесь внутри. Найдите доктора и возьмите его с собой. Мы считаем, что если эта миссия будет удачной, мы нанесем урон советам. Мы рассчитываем на вас, Арчер. Я не подведу вас. Хорошо. Вы, может, хотите зайти за новыми устройствами? Техники готовы к встрече с вами.